Я приветствую вас, представители знака Зодиака Водолей. Таро расклад. Узнай будущее. Прогноз Таро на полгода. Первое полугодие 2025. Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите или на пороге каких новостей. Будем милосерднее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. А полгода это не такой уж и большой срок, это где-то событие нашего ближайшего будущего, и мы уже сейчас что-то с вами планируем. Давайте достанем 6 карт, по одной карте на месяц, и посмотрим, каковы энергии для исполнения ваших желаний или для вашего успеха, для вашей реализации. У нас сегодня колода добра, и она призывает нас рассмотреть карты с позиции позитивной психологии. Ее создала великолепный художник, таролог и психолог с большим стажем Колет Барон Рид. Итак, давайте посмотрим, как изменится ваша жизнь за эти полгода или каковы энергии каждого месяца. Если будет необходимо, у нас есть вторая колода и дополнительные карты, мы будем доставать на ней. Я же хочу вас пригласить, кому это интересно, поскольку подобный расклад, он не впервые. Есть и за прошлый год, вы можете найти в плейлистах и посмотреть уже теперь по тем событиям, которые произошли, насколько это откликалось в вашей душе. Итак, как изменится или что изменится в вашей жизни? Заглянем в будущее, мои дорогие водолеи, через карты Таро. И первая карта все же январь. Хоть он у нас и с вами уже начался, но тем не менее еще не закончился. Есть некоторые дни. Будущее на февраль узнаем. Узнаем будущее на март. Карта Таро будущего на апрель. Какие энергии? Что пытается войти в вашу жизнь в мае? И каков будет месяц июнь? Итак, 6 карт у нас уже готовы. Давайте откроем и ознакомимся, что подсказывают на январь. Вот перезагрузка, правда. Нулевой аркан – это новые возможности, это новое вдохновение, это радость, это вообще само по себе как новое направление в жизни. Вы можете что-то изучать, или, может быть, некоторые события произошли в вашей жизни, которые вас подвели тоже к определенному итогу. Вы что-то не хотите уже продолжать. И вы умеете видеть мир глазами ребенка. Вы умеете не забывать свою мечту. Этим отличается ваш знак зодиака. Умеете воспринимать иррациональное, чего мы в большинстве своем совсем не умеем, и нам нужно у вас поучиться. И вот это самая перезагрузка, когда, правда, вдохновение, ну, наверное, достаток, переизбыток, может быть, даже вдохновение, но именно оно вами движет, потому что есть к чему-то интерес. И даже если пока мы еще не видим последующее развитие событий, или не знаем, получится тот проект или нет, но уже мы готовы к тому, чтобы что-то попробовать. У кого-то это как новая эпоха жизни, может быть, как жизнь с чистого листа, когда вы на что-то решитесь. Вот, скорее всего, важные выводы вы и одновременно делаете в январе, и уже себе строите планы на будущее. И причем это то, старший аркан, что связуется или согласуется с событиями внешних сил или с теми возможностями, которые у вас в данный период есть. Все же старший аркан говорит, что не теряй время, от чего-то не откажись, а как раз рассмотри для себя или новое сотрудничество, или по аркану шут. Иногда идут поездки, переезды, просто путешествия, возможность жить именно в согласии с самим собой. Или исполнять свои желания, а не чьи-то другие. Вот, пожалуй, основная концепция нулевого аркана. И для этого нет преград. Конечно, аркан шут где-то призывает нас быть внимательнее на поворотах, куда-то не торопиться, потому что все новое, оно не исследовано нами. Поэтому мы не можем предугадать, как отнесутся люди, или какие события где-то внешнего порядка совершатся через какое-то количество времени. Быть наготове, к этому тоже призывает карта. Но положительной энергии. Февраль. Ух ты, а вам полный вперед. Карта заслуженного успеха. И, может быть, частично какой-то успех вы уже получаете в феврале месяце, но все же эта карта говорит о том, что мечта, она материальна. Она буквально как мысль материальна, так и мечта, она может воплотиться в реальности.
но для этого потребуется для кого-то буквально переезд, и если вы о нем задумывались, у вас получится это осуществить. И у кого-то буквально в феврале, а кто-то февраль посвятит подготовке. Будет искать нужную информацию, будет думать о документах или будет продумывать, где вы будете жить в новой местности. Для кого-то из вас это новая работа, или пусть работа старая, но новая должность или новая концепция. Для кого-то из вас работа из любой точки мира проигрывается. По шестерке мечей проходит как раз работа либо интернет, либо цифровые технологии, либо искусственный интеллект. Один из символов Меркурия нам изображен корабль. И это исполнение желаний. Какое-то желание у вас исполнится, мои дорогие водолеи, но опять же новые возможности. Но да, тут действительно вот одна карта дополняет другую. Мы не можем от чего-то отказаться. Нам с этой точки отправления полное вперед, но при этом быть, конечно, осторожному и аккуратному. Может для кого-то из вас проиграться отношения на расстоянии, тогда точно нужно быть аккуратному. Набирают все-таки популярность отношения, которые как знакомство в интернет. Мне сложно судить, насколько это реально, откровенно говоря, но уж это точно где-то может иметь такой небезопасный момент, поэтому вы себя сами бережете. Помните, мои дорогие водолеи, потому что в целом на февраль много общения. Кто-то из вас пойдет учить языки, потому что захочется видеть мир, совершить как раз какие-то путешествия или какой-то далекий переезд. Может быть релокация офиса, могут быть самые разные предложения, но тут вообще проходит изменение жизненного пути вот в этой колоде карт, исполнение желаний или есть такое мудрость, посвящение. Вот вы можете прочувствовать словно посвящение в какие-то новые жизненные энергии. Нечего добавить. Давайте мы с вами откроем, что же там на март. Паш огня. Это ваше решение и одновременно решимость. Вы укрепитесь в каком-то своем намерении и цели. Для кого-то из вас могут быть предложения от ваших детей или какие-то новости, кстати, от ваших детей. Может быть, это и какая-то новая идея, которую кто-то поддержит. Но, Паш, мы всегда чему-то учимся. Именно в этой колоде карт присутствует такое значение, как авантюра, поэтому будьте внимательны, что-то вы должны просчитать. Есть такое значение, как и риск, но есть и начало проекта. Поэтому авантюра, риск, начало проекта. Вот такие энергии на март. Давайте теперь мы немножко проясним, что же тут нам хотят рассказать. Что для вас, мои дорогие водолеи? Что за энергии, с чем это может быть связано? Вы знаете, вас может подвигнуть на вот как раз новое начинание или, как подвести какую-то черту под прошлым и начать совершенно новое. Если вы еще у кого-то из вас до марта месяца были сомнения, не свернуть ли мне с того пути и дороги, куда я тут собрался или собралась, но здесь может действительно какая-то новость прийти или будет связана с конкретным человеком. Может быть, события, которые происходят вокруг вас, они вас подтолкнут к тому, что именно ваше какое-то решение будет правильно. Вы на что-то решитесь. Но все же, по рыцарю мечей нам говорят, ты собой не рискуй, делай все то, что ты наметил, но так, чтобы это согласовывалось с законом. Может быть, кто-то из вас как раз решимость продолжать какой-то проект, но словно какой-то прежний гештальт или прошлое вам нужно закрыть, и буквально это выражается в согласовании каких-то документов или сделать что-то по закону. И поэтому расчетливость. Может быть и темп какой-то вам понадобится, чтобы эти вопросы решить максимально точно, не закрыть, кстати, на что-то глаза. Вот это об этом нам говорит карта. Но насчет скорости, в принципе, на март месяц что-то может и убыстряться, а что-то и становиться, не то что на паузу, но все же аркан умеренности не говорит о том, что мы себя пришпориваем. Я больше вижу так, ведь по рыцарю мечей это приходит к нам как бы извне. Может и человек прийти. Кстати, по этой карте, пусть не в этой колоде прописано значение, но есть такое бунтарь без причины. И мы можем практически столкнуться с человеком, который пытается спровоцировать конфликт. Нам придется где-то держать эмоциональный баланс, чтобы не откликнуться конфликтом на конфликт. Но по аркану умеренности мы сами не срываемся с места буквально. Поэтому есть, значит, какие-то вещи, которые вы должны проделать или просчитать наверняка.
в некоторых вопросах конкретно вам проявить терпение. Но тут жезлов у вас все равно что-то получается, понимаете? Вот, правда, вы меняете направление всей своей жизни. Это как жизнь с чистого листа. И у кого-то это будет связано со сменой работы, сменой сферы деятельности. Или графика, может быть, работы. Может быть, где-то через личную жизнь. Или конкретно переезд. Самые добрые энергии. И тут жезлов, это, кстати, ну, где-то возможность заработать деньги. Или решить какой-то денежный, имущественный вопрос. У кого-то может быть и предложение от вашего близкого человека, или я могу допустить от родственников. Ну, правда, какая-то новость приходит, она вам дополняет либо вашей уверенности, либо она, опять же, через уверенность говорит о правильном вашем сделанном выборе, и вы уже готовы к новому старту, можно сказать и так. Или, если нужно подвести какие-то итоги, у вас это получится сделать в марте. Давайте посмотрим, что за энергии на апрель месяц. Королева огня. Кстати, это очень притягательный человек. Вы сами где-то можете находиться в этих энергиях. Или могут быть контакты с таким человеком, с которым хочется дружить. Может быть, и есть дружба. Может быть, это человек, который по части вашей личной жизни иногда... Проходят люди, которые рождены, ну, это как стихия огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеют там асцендент. Кстати, человек не всегда знает свой асцендент, поскольку для знания нужно знать время. Не все это знают. Поэтому, но это всегда проходят очень притягательные персоны, которые рассчитывают сами на себя, которые умеют правильно распорядиться деньгами, просчитать что-то, которые умеют хранить тайну, и как о себе много не распространяются, так и чужие тайны тоже умеют сохранять. И благодаря этому люди им доверяют. Вы можете, ну вот как дружба может быть с таким человеком, можете и быть вы в таких же энергиях, и к вам кто-то будет обращаться. Но здесь, знаете, как твердое намерение осуществить какой-то свой проект. И правда, тут и решение, потом решимость, и уже какие-то дальнейшие действия. Но действия все же больше осторожны, потому что, когда выпадает королева огня, это сотрудничество. Иногда это могут проходить какие-то вопросы, которые мы согласовываем буквально с нашими близкими, и где-то сами пытаемся, помимо обещаний, допустим, близких, для себя, чтобы не было какого-то конфуза, проложить личную траекторию, как запасной аэродром, для того, чтобы осуществить ваши намерения. Вот я такое тоже могу предположить. Хочется дополнить на апрель. С чем может быть связана эта королева огня? Скорость. Обстоятельства, как новые события, новости конкретно, какая-то информация буквально может врываться на ваш порог или вашу жизнь. Вы можете узнать какую-то тайну или какая-то правда перед вами открывается. С одной стороны, это вам приходится дополнительно как раз рассмотреть запасной аэродром, я такое могу допустить, или с кем-то договариваться, может быть, вот как ваш друг или подруга в таких энергиях, как я описала. И, может быть, это связано с тем, что какая-то поездка должна быть вами выполнена, и вы быстро засобираетесь в дорогу. Вы будете к чему-то готовиться. И тут словно событие, пространство, Вселенная вам может убыстрять как раз ваше намерение и цель, чтобы вы быстрее что-то осуществили. Но мы по этой карте еще наращиваем темп, карта стремительности. Мы... Или вы, мои дорогие водолеи, в апреле не можете что-то отложить на потом. И если предыдущий месяц нам выпал аркан умеренности, и мы говорим, что ну куда-то и не торопитесь, пусть все идет своим чередом. Так вот тут энергии ускоряются, много огненных энергий, как и королева огня, так и стремительность. Это все жезлы, это сама по себе скорость. Карта мага. Мои дорогие, вот не откажитесь от чего-то. Правда, тут у вас какая-то возможность, причем такая... Удивительная возможность может открыться. Может быть, это вы сами эту возможность открываете. Может быть, для кого-то это творчество, новый какой-то проект. И значит, это тоже где-то перевернет вашу жизнь. Какая-то парадигма вашей жизни будет меняться в первую половину года, буквально с первых месяцев, с первых дней, возможно. Я могу предположить, по аркану мага это ведь великий практик, поэтому и вы к чему-то уже тоже шли. Или ваша мечта, может быть, вы никому о ней не говорили, а она у вас
очень может продвинуться за первое полугодие. Для вас нет ничего невозможного. Но учитывать вот эти энергии, где-то могут быть паузы или вынужденное ожидание, и значит тогда нужно проявить терпение, а где-то наоборот, или в некоторых вопросах могут убыстряться события, от вас требуют быстро собраться, подпоясаться, куда-то поехать или провести какие-то важные согласования, и тогда мешкать не стоит. Все стихии в ваших руках, вы маги, волшебники, в первую очередь для самих себя. Что же у вас на май? Давайте узнаем. Пятерка земли. И здесь нужно перепроверять некоторые договоренности и четко очень видеть финансовые перспективы. По этой карте нам говорят, богатство доступно. И значит, мы не можем некоторые финансовые вопросы оставить на авось или переложить на потом, или с чем-то просчитаться. Прирост постепенный по этой карте идет, как и финансов, но могут нам еще и говорить о том, что внешность обманчива. Мы можем столкнуться с людьми, которые нам что-то обещают в мае. И поэтому перепроверяйте информацию, сами собой не рискуйте. Помните, вы маги и волшебники. Поэтому, а маг — это хладнокровный человек. Это тот, который вообще все эмоции отключил в себе, потому что у него есть цель. И цель, она может достигаться разными путями. И, мои дорогие водолеи, если цель вы поставите, все остальные мелкие, какие-то корректирующие нюансы вы сумеете провести, осуществить, чтобы идти к этой самой цели. Для вас будет важно не вступить в конфликт. Иногда по пятерке земли проходит недопонимание. Может быть, недопонимание и с ключевыми персонами. Поэтому причесывать свои энергии внутренние, как психологическое состояние, все-таки придется, чтобы первое, не было конфликта, раз, и второй момент, будьте внимательны к финансам, два. И не пытайтесь где-то по пятерке именно в этой колоде, если мы сказали постепенный прирост материального благополучия или каких-то материальных благ или решения вопросов по части, может быть, имущества, недвижимости. Здесь что-то у вас не получится сделать быстро. Вот об этом тоже говорит карта. Потому что, к примеру, это будет с каким-то множеством согласований связано, или когда вам придется договориться, или какая-то многозадачность по тому или иному вопросу, или чтобы получить один документ, вам необходимо получить 10 предварительно. Да, вот иногда в нашей жизни так тоже бывает, и тоже на это нужно время. Поэтому вот в таких разумных, очень рассудительных энергиях проведите май, на кону ваши возможности. Но нет ничего невозможного для мага. Вы волшебники собственной жизни. Июнь. Двойка воздуха, он может говорить о том, что с нами могут спорить, с нами могут не соглашаться. Но, может быть, и некоторая путаница в нашей жизни создается. Тогда мы должны принять, что действительно вот на 100% все, как по нашему плану идет, у нас не получится осуществить. В чем-то будет и тупик. Или чаще бывает тупик в том, наверное, как по Урану. Здесь могут и ускоряться какие-то события, но и ломаются какие-то шаблоны. Поэтому, мои дорогие водолеи, Уран уже теперь у нас в прямом движении, в июне он будет с февраля, и поэтому для вас словно пространство будет демонстрировать разными способами те пути, которые не могут быть продолжены, или где вас не ждет успех, где будет, вот тот самый тупик или не будет прогресса. Вам придется некоторую рокировку провести в июне месяце, может быть, по части согласования по документам, и тогда придется устранить некоторую путаницу и найти нужных людей. С нужными людьми договориться, при этом быть очень рациональными, потому что, есть как разные пути, и здесь нужно выбрать что-то одно очень важное, не потратить силы впустую, не создать для себя какой-то мысленный хаос или какую-то путаницу, в которой мы можем так ненароком закрутиться. Быть рациональным, правда, куда-то не торопиться. Или, может быть, в некоторых вопросах буквально сделать перерыв нам придется, потому что что-то, как может ускользать именно в июне от решений или каких-то подписаний. Или вам сложно будет сделать в чем-то выбор. Вот в июне месяце вы действительно как на пороге. Я говорю всегда, двойка воздуха — это как два меча.
Это как направо или налево. И вот куда мы пойдем, направо или налево? Но одновременно и туда мы не пойдем. И существует один единственный путь. Он же и есть выход из лабиринта. Но сделать это непросто. Мы можем по этому лабиринту или лабиринту мыслей где-то еще блуждать, проигрывать, может быть, наедине с самим собою, проигрывать те или иные ситуации, предугадывая, как же могут развиваться события. Вот давайте спросим, чего это может касаться. Вот смотрите. А тут может быть двойка воздуха, выбор мы сказали, да? И у кого-то буквально сработает и не первый вариант, и не второй, и не третий. А вам судьба даст какой-то совершенно альтернативный. Очень красочно иллюстрирует карта, что мы должны увидеть что-то в другом направлении, куда мы даже не смотрим. Как вот этот персонаж, изображенный на карте. Он смотрит в будущее. Но в будущее мы точно не заглядываем. Ну, предыдущие карты нам об этом сказали. Но возможности приходят там или оттуда, откуда мы меньше всего ждем. Поэтому будьте готовы к альтернативным вариантам развития событий. Королева жезлов, опять же. Будьте готовы к чему-то. Будет вам помогать молчание или какой-то вопрос вы будете для себя прояснять. Карта будет говорить о том, что это решение лежит именно в твоей душе или в твоем сознании. Благодаря твоему интеллекту ты можешь принять это решение. Но если вы будете, к примеру, спрашивать совета у людей, и даже из лучших побуждений вам только люди могут создать как раз вот какую-то путаницу, но отнюдь не прояснят тот или иной вопрос. Помните, сколько людей, столько и мнений. Более того, по королеве жезлов, где-то это могут быть и ваши энергии, когда вам какой-то вопрос нужно решить буквально втихаря. И молчание золото. Может быть и так. Помните об этом. Вам великую вот эту силу, эта колода, она построена, по крайней мере, очень перекликается с герметической колодой Таро. За счет чего она мне очень нравится. Случайно ее для себя открыла. Так вот, девятка жезлов, карта великой мощи. Здесь она прописана как карта великой силы. И она о чем говорит? У вас сейчас сильная позиция. И прежде мы как были за каким-то барьером или забором. Теперь мы выходим из периода ограничений, но нам нужно очень хорошо понимать, куда мы будем прикладывать эту силу. И здесь два направления. Первое, чтобы чего-то не упустить и себе самому не навредить. А с другой стороны, не упустить какую-то возможность. Вот как мы говорили, по четверке кубков не упустить, вот увидеть это самое другое направление. Не совсем как-то или не в банальной плоскости будет решение какого-либо вопроса. Будь готов к неожиданностям, будь готов к тому, что тебе действительно еще и в июне придется быстро собраться и куда-то поехать. К тебе могут прийти неожиданные сведения, неожиданная информация. И в зависимости от этого ты будешь действовать. Может быть, и человек какой-то к вам приедет с визитом и принесет какие-то вести. Здесь у каждого, понятно, будет по-своему, но рыцарь жезлов, он готов к неожиданностям. И поэтому вас эти неожиданности, они не будут где-то как бы разрушать или нарушать ваше внутреннее психологическое состояние. Вовсе нет, мои дорогие водолеи. Потому что вам как раз будет даже где-то хотеться этого драйва. Лучше драйв, чем болото стоячее. Ну точно. Но главное переложить это все вам в какую-то материальную плоскость. Помним, маг, он великий материалист. Он как раз свою идею думает, как материализовать. И, видимо, у вас так вот выпадает центральной картой маг, значит, какую-то вашу цель, намерение, мои дорогие водолеи, вы должны переложить на практику. И пусть к этому есть предпосылки, но как действовать? Вы будете много раз в течение этого периода, полугода, первого полугодия продумывать, как мне действовать. Но здесь ответ в вас самих. Вам никто не даст совет, вас могут только запутать, поэтому оставайтесь на своей волне. Но и будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Будьте внимательны к тому, что говорят люди. Вам постоянно придется анализировать эту информацию, иначе вы как в каком-то вакууме можете оказаться, а этого не должно быть, потому что у вас карта великой мощи или великой силы говорит, тебе как и не ошибиться, так и не упустить будет важно. И за эти первые полугода меняется концепция вашей жизни в сторону нового качества, новых возможностей,
новых интересов или для кого-то переезда, открывая для вас длительный период достаточно удачи, благополучных событий. Хотя нам не говорят, что вы на долгий период времени будете словно в паузе находиться. Нет, тут наоборот, нужно пристегнуть ремни и быть готовым к тому, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема, но именно это для вас открывает новые горизонты. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.